народ, всем доброго утра. Сегодня очень ответственный день. Иду брать медицину в лес. Идем мы в самые настоящие джунгли. Предстоит пару часов подъема по реке, по Амазонке и еще пару часов ходьбы. Вот позади меня моя команда. Будем надеяться, что все получится. Постараюсь снять интересный рилс и, соответственно, поделиться с вами. Если интересно, ставь плюсик. Вот мы свернули с Амазонки и попали в приток. Здесь называют Кеибрада Чатту. В основном здесь рыбаки. Вот эти банки, которые вот эти вот, это сети стоят. Вода сейчас низкая, поэтому пойдем не быстро. Где-то, может, придется даже перетаскивать лодку. Уже прям сразу чувствуется, другая энергетика, отсутствие людей. Буквально мы немножко, полчаса на лодке прошли, и уже все совсем по-другому. Реально очень захватывает. Спешились с лодки. Буквально прошли минут 15. Вот так живут люди. Если честно, это очень далеко от цивилизации. Ну нет, не очень. Вру. Вот так. Ни москитных сеток вам, ничего. Все очень просто. Такой вот быт. Кухня. Итак, друзья, мы около часа идем уже по джунглям. Здесь, конечно, ходят люди, но это бывает крайне редко. И здесь мы уже не очень далеко. Здесь, конечно, атмосфера сразу меняется. Вплоть до того, что ощущается какое-то магическое присутствие. Вообще, если рассмотреть планету как этажерку, то джунгли на самом деле это нижний мир. Я имею в виду только природу. Здесь довольно густая такая вязкая энергетика. Оно хорошо подходит для исцеления. Но если вы хотите обучаться, развиваться в плане души, то лучше, конечно, использовать горы. Но поскольку у нас задача исцелить человека, поэтому мы прибыли сюда, идем за медициной. И я думаю, что самое время затронуть один очень важный момент. Смотрите, вот так живут муравьи-листорезы. Сейчас они позакрывали, видите, все входы, будет дождь. У них тут
целая цивилизация. Смотрите, какой вулкан выстроили. Муравьи, листорезы режут листья, собирают их у себя в домах и культивируют на них грибы. И, собственно, этими грибами и питаются. Не знаю, увидите вы или нет, но навряд ли. Сейчас попробую показать поближе. Плохо видно. Все вот это вот. Es venenoso, peligroso o solo feo. Чтобы качественнее можно было вам показать все происходящее здесь, нужна, конечно, более или менее профессиональная камера, а не такой раздолбанный телефончик. Так что, если кто захочет узнать больше и посмотреть более красивые кадры, может поддержать меня на криптомонетой. У меня как раз день рождения намечается. Хочу вам показать, если вы оказались в джунглях и голодный, ищите вот такую лиану. Сейчас как бы так показать, чтобы было видно. В общем, ищите вот такую лиану. Вот. Не хочет ловить фокус. Ну, она похожа, она с такими ребрышками. И ищите ее корень, копайте, доставайте. И вот вам картошечка. Вот вам картошечка. Эту картошечку можно есть. Это дерево называется макамбу. У него крупные листья. Вот. И вот такие плоды, они похожи на какао. Но это уже гнилой плод. A ver. Es cacao. Cacao blanco, pero llama también. В общем, макао это тоже один из видов какао. Но это уже все не идет в использование. Это один из тростниковых видов растений. Не знаю, как оно на латыни. Здесь называют каньягры. Когда поднимается температура, когда упадок сил, нужно взять вот ствол, измельчить его, как бы разбить, отжать сок и ну где-то грамм 30-50 выпить. И будет очень круто. Это, можно сказать, Red Bull местного разлива. Подходим к месту назначения. Вот. Дерево, которое мы ищем, растет по берегам рек. Оно любит, чтобы затапливало. Вот небольшая преграда перед нами стала. Нам нужно преодолеть вот эту реку. На той стороне все, что нам нужно. Вопрос решается вот таким образом. Оп, оп. Раз, два, три. Спускаемся.
Listo. Вот и перебрались. И теперь надо забраться вот сюда. Так что телефончик пока отложу. Вот перешли реку. И уже все. Ни тропинок, ни дорог. Идем с проводником. Курим табачок. Наслаждаемся природой. Одно великолепие вокруг. Представляете, остаться здесь на месяц одному, чтобы пройти диету. Вот это растение называется патекина. Опять же, не знаю, как на латыни, но неважно. Это очень ядовитое растение. Попадет сок на кожу, будет очень плохо. Если попадет внутрь, ну, цементарио, как здесь говорят, кладбище. Ну ладно, нам не сюда, нам не в эту сторону. Нам к свету, к здоровью и к жизни. Так что оставим их в покое и пойдем дальше. К себе спокойненько. Класс. Змеиное царство. Такой очень странный запах здесь. Прям то ли какой-то приправы, то ли марихуаны. Очень странный запах. Это дерево называется лечи каспи. Молоко. Вот такой у нее сок. Это не я сделал, это проводник. Я бы не стал, конечно. Но у нее очень клейкий сок. Можно сказать, каучук. И если открываются язвы, то язву можно закрыть этим соком и начать лечить. Вот еще одна медицина. А именно вот эта вот лиана. На местном называется абута. Очень горькая на вкус. Вот так она обвивает дерево. Смотрите, даже врезается в корни. Этим можно чистить и лечить кровь и печень. Супер медицина. Ребятушки, мой ответ на вопрос тех, кто говорит, а почему так дорого мои услуги, а кто готов часами, а то и днями потратить вот на такие походы для того, чтобы взять немного медицины. Помимо того, что это стоит тоже денег. Так что вот так, друзья. Не думайте, что это я пошел в аптеку и что-то купил вам. Это совершенно не так. Приходится шагать вот по таким местам, что тоже может быть небезопасно. Сейчас день, и змеи спят в основном. Но есть очень ядовитые змеи, очень агрессивные змеи, которые выходят по ночам. Вот. Так что вот так.
такой вот у нас поход. Посмотрите, буквально за минуту просто наступила ночь. Удивительное явление в джунглях. Сейчас пойдет довольно сильный дождь. Надо подготовиться. Вот, друзья мои, мы нашли дерево, которое искали. Называть я его не буду. Нас застал дождь. В общем, непростое это занятие — добыча медицины. И теперь хочу обратиться ко всем тем, кто пользуется растениями. Неважно ради чего. Друзья мои, перестаньте, пожалуйста, добывать медицину варварским способом. Сейчас я покажу, как можно делать, не нанося огромного вреда деревьям, растениям, не знаю, чтобы они не погибали. Нам пришлось очень долго идти, чтобы просто вот прийти к этому дереву. Вот мы нашли корень, открыли его. Сейчас его вымоем. И с одной стороны спокойненько отшкрябаем то, что нам надо. Сколько надо. Не нарушая контакта. То есть мы возьмем не по кругу, обрежем все. А мы вот отскребем с этой части с верхней, а нижнюю оставим. Верхнюю закроем, тут глина, она как бы особо такого ничего не содержит. Вот. И растению, дереву будет нормально. И нам. Надо хорошо только вымыть обязательно. Вот. Мы уже близки к своей цели. Вот, друзья мои, что в конечном итоге у нас получилось. Мы сняли часть сверху, а нижняя часть осталась нетронутой. И это дает возможность дереву восстановиться и не наносит большого вреда. Возвращаюсь вполне себе довольный результатом. Мы получили то, что хотели. Около 6 часов ушло на поход. Мы прошли около 30 километров и благополучно возвращаемся обратно в деревню. Сегодня будем открывать диету.